Буквально через 24 часа пройдет заседание ФРС, на котором примут решение по ключевой процентной ставке, после чего нас ждет пресс-конференция главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, где он прокомментирует, что сейчас происходит с экономикой США. Данная встреча чиновников ФРС является важнейшей за последнее время и первой после того, как 2 апреля Трамп ввел тарифы против всего мира, а также ужесточил торговую войну с Китаем. Да, ни для кого не секрет, что ставки оставят без изменений, понижать их точно не будут, ведь угроза роста инфляции из-за импортных пошлин до сих пор остается. Высокие ставки ФРС всегда оказывали негативное влияние на рынок акций и криптовалюты, ведь в это время инвесторы больше скупают гособлигации с более высокой доходностью. Но посмотрите, что произошло с биткоином, как только ФРС начала понижать ставки в 2020 году, во время пандемии, когда экономика переживала не самые лучшие времена. Рынок просто взлетел, поскольку ФРС запустила печатный станок и начала стимулировать экономику деньгами, а часть этой ликвидности направилась не только в акции, но и в крипту, за счет чего спустя год биткоин пробил новый исторический максимум. Так теперь вопрос, когда ФРС начнет снижать ставки, если экономика США падает и безработица растет? А об этом, друзья, мы поговорим сегодня в ролике. Этот выпуск будет посвящен предстоящему заседанию ФРС, но поскольку и так понятно, что в мае ставки не понизят, я разберу, когда это произойдет, потому что некоторые экономисты предполагают, что это может произойти уже в июне или июле, а это очень важно, ведь приток ликвидности запампит биткоин и крипту. Также мы разберем, что может сказать Пауэлл, а как раз таки от того, какую позицию он займет, напрямую будет зависеть решение ФРС во второй половине 2025 года. Мы посмотрим, как действовала ФРС ранее, когда ВВП сокращался, и посмотрим, какие прогнозы дают аналитики, чтобы понимать, какой следующий шаг сделает Федеральная резервная система. Ну и конечно же, на основе всех этих данных я отвечу на вопрос, как это повлияет на биткоин и что будет с его ценой после публикации процентной ставки. Так что будет очень интересно. Кстати, под прошлым роликом было много комментариев касательно альтов, особенно после того, как я сказал, что лучше продавать мусорные убыточные альткоины и перевести этот капитал в биток, чтобы как минимум сохранить свои деньги и не продолжать наращивать нереализованный убыток. Эта тема действительно заслуживает отдельного ролика, и даже, наверное, двух. Ведь я хочу более подробно объяснить вам, от каких монет стоит избавиться в первую очередь, как сбалансировать свой портфель и какое должно быть процентное соотношение, и в целом проанализировать, когда же начнется рост альтов, который сейчас явно отстают от биткоина. Поэтому давайте так, если до конца недели под этим роликом мы наберем 1500 лайков, мы сразу же выпустим это видео, а также можете написать в комментариях ваши вопросы, связанные с альткоинами, чтобы мы их также разобрали в новом ролике. Но сегодня уделим время ФРС, так что всем приятного просмотра, меня зовут Влад, мы начинаем. Итак, друзья, перед тем, как мы перейдем к разбору предстоящего заседания ФРС, я бы хотел пару слов сказать про биткоин, а точнее про его движение на этих выходных. Как мы видим, ближе к выходным рынок начал охлаждаться. На этом локальном графике биткоина выделены ключевые уровни, которые стоит учитывать при принятии торговых решений. В текущей рыночной ситуации приоритетным остается сценарий на понижение, и соответственно уровень в 99 тысяч подходит для открытия шорт-позиций. Однако сейчас наилучшей тактикой остается наблюдение за развитием ситуации. Если снижение продолжится и цена подойдет до отметки в 95,5 тысяч, возможен технический отскок. Ключевая зона поддержки находится на уровне 94,5 тысячи, а основная зона для набора шортов вблизи 99,5 тысяч долларов. И кстати, эту информативную аналитику предоставил автор канала ToTrade. Такими обзорами, в том числе на альты, автор уже на протяжении долгого периода времени делится со своими подписчиками ежедневно, а также публикует подробные точки входа и прибыльные торговые идеи. При этом все позиции подкрепляются отчетами, с которыми каждый может ознакомиться лично. Канал ToTrade абсолютно бесплатный, и у автора нет платных курсов или веб-доступа. Все открыто. В канале только личное мнение, аналитика, теханализ и авторские стратегии трейдинга. В общем, все, что можно применить на практике. Загляните на канал ToTrade, ознакомьтесь с ведением рынка автора, понаблюдайте, как он анализирует рынок, и обязательно подпишитесь. Ведь подробная аналитика крипторынка лишней никогда не будет. Ну а что же по поводу ФРС? Обычно все просто. Есть данные, ФРС их анализирует и принимает решения. Например, в 2020 году, когда все стало из-за пандемии, они быстро снизили ставки, чтобы не допустить полного обвала экономики. А уже через 2 года, когда инфляция взлетела до рекордов, а с работой все было хорошо, ФРС наоборот начала поднимать ставки, чтобы охладить экономику и сбить цены. Но, похоже, времена, когда все решалось логикой и цифрами, уже прошли. Сейчас на ситуацию давит политика, а точнее торговая война Трампа. Из-за повышения тарифов импорт становится дороже, а это может разогнать цены внутри страны. В то же время бизнес и потребители начинают сомневаться, тратят меньше, и это тормозит найм и экономику в целом. Получается, ФРС оказалась в дилемме. Если держать ставки высокими, то можно угробить рынок труда, если снизить,
снизить, инфляция снова вырвется из-под контроля. А ведь главная задача ФРС – контролировать цены и сохранять занятость. Сейчас они как будто противоречат друг другу. И тут в игру входит еще давление Трампа, который требует снизить ставки. И как бы ФРС ни поступила, это все равно будет подано как политический шаг. Но решение ФРС принимают голосованием, и председатель Джером Пауэлл – это не царь. Его голос равен голосу других. Например, сам Пауэлл говорит, что главная цель – сдержать инфляцию, а вот другой чиновник, Кристофер Уоллер, уже говорит, если рынок труда начнет сыпаться, я за снижение ставок. И тут вспоминается 19 год. В прошлую торговую войну с Китаем ФРС тоже снизила ставки заранее, боясь рецессии. Тогда инфляция была слабой, и на это были возможности. Да, сейчас условия совсем другие, но все же, что нужно для снижения ставок и когда это возможно? ФРС в этом году придерживается стратегии «подождем и посмотрим». Они не спешат что-то менять, пока не увидят четкие доказательства того, как новые торговые правила Трампа повлияют на экономику. Экономисты думают, что новые тарифы, которые начали действовать в апреле, могут увеличить цены и ударить по рынку труда. Это важный момент, потому что ФРС должна следить сразу за двумя вещами – инфляцией и безработицей. Но пока что все выглядит более-менее спокойно. Инфляция в марте была умеренной, а рынок труда в апреле остался стабильным, и безработица держится на уровне 4,2%, что считается почти полной занятостью. Как сказал экономист из Oxford Economist, данные пока не пугают, и ФРС может просто подождать и посмотреть, как тарифы повлияют на цены и ожидания людей. Но есть нюанс. Прогнозы и опросы говорят, что проблемы могут начаться. Бизнес и потребители переживают. Если все подорожает, это ударит по их кошелькам, а также по экономике. Есть риск, что это даже приведет к рецессии. А что насчет снижения ставок? Пока что ставки остаются высокими, чтобы окончательно заглушить всплеск инфляции. Цены за год выросли на 2,6%. Это больше целевого уровня ФРС, который составляет 2%. Также предварительные данные по ВВП за первый квартал показали первое отрицательное значение. И в принципе все это позволяет удерживать ставки на более высоких уровнях. Плюс к этому нужно понимать, как на самом деле повлияют тарифы, а для этого потребуется хотя бы 2-3 месяца. Следовательно, можно сделать вывод, что ставки начнут снижать не раньше осени. Да, сейчас шансы на понижение в июле уже выросли до 50%, но это пока мы еще не получили новый ИПЦ за апрель, который опубликуют 13 числа. После решения ФРС все внимание будет направлено на речь Пауэлла. Его комментарии, скорее всего, будут сдержаны, ведь придерживаясь четкой положительной или негативной риторики, он может только усугубить ситуацию. Но на прошлых выступлениях Пауэлл прямо сказал, что тарифы Трампа угрожают росту инфляции, и вероятно он это повторит еще несколько раз. Как я сказал ранее, Пауэллу нужно чуть ли не на 100% быть уверенным, что риски роста инфляции нет, а это возможно только при условии нескольких положительных ИПЦ подряд, поэтому торопиться он точно не будет. Конечно, ставки и комментарии Пауэлла уже учтены в текущей цене биткоина. Реакция рынка будет в основном нейтральной, и биткоин может протестировать вот эти диапазоны спроса. Но вот далее, как я говорил в нашем прогнозе на май, цена рискует упасть вот к этим диапазонам поддержки из-за сильного сопротивления в этой области и неопределенности на рынке. В общем, встреча ФРС обещает быть интересной, и она определит экономический вектор развития США на весь 2025 год. Поэтому за пресс-конференцией Пауэлла в режиме онлайн можно следить в нашем Телеграм. Там мы оперативно выложим важные тезисы и краткие прогнозы, как мы это делали, например, в марте. Так что подпишитесь, чтобы ничего не пропустить. Но если более подробно углубиться в движение биткоина, почему на этих выходных он просел? На прошлой неделе биткоин уверенно рос и в пятницу почти пробил уровень 98 тысяч. Это был локальный максимум, но уже к понедельнику цена откатилась ниже 95 тысяч. Все дело в экономике и неожиданных новостях. В пятницу в США вышел свежий отчет по занятости. На первый взгляд все хорошо. Создано 177 тысяч новых рабочих мест, а безработица, как я сказал ранее, осталась на уровне 4,2%. Из-за этого рынок начал думать, что ФРС не будет торопиться снижать ставки, а это плохо для рискованных активов, таких как биткоин. Сначала реакция была позитивной. Биткоин даже почти пробил уровень 98 тысяч, но потом доходность по гособлигациям резко выросла. И это охладило аппетиты инвесторов. И получается, что по этим данным можно понять, что ставки ФРС пока останутся на высоком уровне. К этому добавилось еще одно давление. ОПЕК плюс внезапно заявила, что увеличит добычу нефти. По данным Reuters, группа согласилась добавить 411 тысяч баррелей в день к мировым поставкам в июне, что подорвало поддержку цен на сырую нефть. Это сильно обрушило цены, почти на 4%. Ведь инвесторы снова запаниковали, поскольку на рынке может быть избыток предложения. А в это время трейдеры начали искать, куда бы спрятаться. И как обычно вспомнили про золото. Его цена поднялась выше $3250 за унцию. Золото — это такой тихий уголок, который используют инвесторы, когда все вокруг нестабильно. А теперь еще и политика добавила напряжение. На выходных Трамп напомнил, что хочет честную сделку с Китаем. И хотя звучит не страшно, но рынки снова напряглись. Любая нестабильность мировой торговли — это риск для инвестиций. И в итоге биткоин немного просел. Вместе с ним упали фондовые рынки. А вот золото и другие защитные активы выросли. И теперь мировые рынки готовятся к новому катализатору в виде решения ФРС. На самом деле сейчас биткоин как будто бы застрял. И идет перетягивание каната между покупателями и продавцами. Сверху сильное сопротивление на уровне 98 тысяч, а снизу несколько важных уровней поддержки. С 22 апреля цена биткоина много раз пыталась закрепиться выше уровня 97 440 долларов, но каждый раз ее откидывало вниз. Последние несколько дней рынок двигался в довольно узком
узком диапазоне, и это часто говорит о неопределенности. Почему такая нестабильность? Инвесторы начали активно фиксировать прибыль после роста до диапазона 93 тысячи и 96 тысяч долларов. По данным Glassnode, продажи с прибылью сейчас выше обычного уровня, что исторически может быть сигналом к просадке цены. Аналитик CryptoWizard сказал, что на каждый доллар убытка сейчас приходится целых 9 долларов прибыли. Это говорит о высоком давлении продавцов. Но что нужно для роста? Чтобы продолжить движение вверх и пробить уровень 100 тысяч, биткоину в первую очередь нужно закрепиться выше уровня 95 тысяч, также преодолеть уровень 98 тысяч и превратить уровень в поддержку. Еще необходимы инвестиции в ETF, ну и конечно же свежие положительные комментарии Пауэлла. А что в это время давит на цену? В ближайшее время продавцы постараются не пустить цену выше 98 тысяч и столкнуть ее ниже. Первый важный уровень 92 тысячи, далее 90, там сходятся две ключевые скользящие средние, и пробой приведет к падению до 85 тысяч, а также локальному минимальному уровню 75 тысяч. И движение в этих диапазонах может наблюдаться на протяжении всего мая. Кстати, еще есть пару сигналов, которые могут усилить локальную просадку цены. Индикатор MACD вот-вот покажет крест смерти. Это происходит, когда одна линия пересекает другую, сверху вниз. Такой сигнал часто говорит о возможном падении цены. Есть еще один сигнал — ставка финансирования. Это плата, которую трейдеры платят друг другу за удержание позиций на фьючерсах. Если ставка положительная, на рынке больше покупателей, и они ждут рост. Если ставка отрицательная, большинство ставят на падение. С 1 мая ставка чаще всего была отрицательной, и сейчас она до сих пор в минусе, что говорит о временном давлении продавцов. То есть в краткосрочной перспективе большинство трейдеров уверены, что цена будет снижаться. Опционы подтверждают такой прогноз. На рынке опционов тоже не все радужно. Отношение put-коллов составляет 1,33. Это значит, что открыто больше ставок на падение, чем на рост. Когда число больше одного, трейдеры либо защищаются от возможного падения, либо уверены, что цена будет падать. Делаем выводы, что в локальной краткосрочной перспективе ожидается просадка, как это было сказано в нашем прогнозе на май. Но, друзья, это лишь краткосрочный прогноз. Помните, вначале я вам показал, что было с биткоином в 2020 году, когда ФРС снизила ставки. Так вот, в этом году одно или, возможно, два понижения ставок под конец года будет, что сохраняет долгосрочный положительный тренд. И в данном случае все будет зависеть от ликвидности. Биткоин часто повторяет динамику глобальной денежной массы М2, только с опозданием примерно в 12 недель. То есть, если в мире становится больше денег, то примерно через 3 месяца начинает расти и биткоин. Недавно М2 вырос, значит биткоин тоже может вырасти. Инвесторы считают, что рост денежной массы указывает на скорый рост биткоина. Однако на практике не все так просто. Иногда биткоин реагирует с задержкой, а иногда вообще игнорирует изменения М2, особенно если на рынке происходят другие важные события, например, приток инвестиций в ETF, решение ФРС по ставкам, ажиотаж вокруг халвинга или макроэкономические события. Корреляция бывает, но она нестабильна. Долгосрочная связь между биткоином и М2 иногда бывает сильной, а иногда даже отрицательной, но сейчас она снова положительная. ETF и другие факторы влияют не меньше, чем М2. В начале прошлого года биткоин резко вырос из-за одобрения спотовых ETF, хотя глобальная денежная масса почти не изменилась. Это показывает, что на цену биткоина влияют и другие источники ликвидности, рост стейблкоинов и, конечно же, приток капитала в ETF. И эти нюансы я озвучил, чтобы вы понимали, как все работает на самом деле. Тем не менее, главным фактором для роста биткоина в этом году станет именно запуск печатного станка ФРС и рост глобальной ликвидности. Для роста всегда необходима новая ликвидность. Она будет направляться в рынок от фондов и больших инвестиционных компаний. А первой монетой на прицеле у этих крупных игроков станет, конечно же, биткоин. Вот поэтому в прошлом ролике я и сказал, продавайте часть альтов и докупайте биткоин. Конечно же, речь шла о самых слабых и мусорных токенах, которые тянут ваш портфель вниз. Я прекрасно понимаю, сложно продать монету, которая так сильно просадки, но во всяком случае лучше от нее избавиться и перенаправить капитал в что-то более перспективное. Да, биткоин не даст вам 10 иксов, но скажу честно, большая часть монет этого также не сделает, тем более без рисков. Друзья, уметь вовремя фиксировать убыток еще более важно, чем продавать в плюс. Ведь криптовалюта — это прежде всего инвестиции. Это не казино, где можно выбить джекпот. Нет, это инвестиции. Именно поэтому я всегда рекомендую вам делать упор на биткоин, эфир и фундаментальные монеты. Конечно, все желают со 100 долларов сделать 1000 буквально за день. Но поймите, ни один актив в мире не сможет дать вам такую доходность при тех минимальных рисках, которые вы желаете. Абсолютно ни один. Поэтому лучше сохранять основную часть портфеля именно в биткоине. Ведь, как вы можете заметить, он всегда падает намного меньше, чем альты. Ведь пока сейчас многие монеты в просадке на 50-70%, биткоин чувствует себя лучше всех. Но вот что касается альтов, то мы более подробно разберем эту тему в новом видео, которое выйдет, как только мы наберем 1500 лайков. Там я расскажу, когда альты начнут расти и что нужно делать с вашими убыточными монетами. Так что ставьте лайк, и видео выйдет намного быстрее. Также напоминаю, что тезисы Пауэлла и свежие новости будут в нашем телеграм, так что подписывайтесь. Готовимся к важной встрече ФРС. Всем удачи, до скорых встреч!